Привет, я Ира и добро пожаловать в блог интроверта. И сегодня я расскажу об одном из самых легендарных и, наверное, самых известных наших крейсеров, о котором я почему-то незаслуженно никогда не рассказывала. Это крейсер «Аврора». Этот корабль, наверное, у многих, а может быть даже у всех, ассоциируется с Октябрьской революцией и его легендарным выстрелом по Зимнему дворцу. В основном этому событию посвящают марки. Например, вот такая вот марка, посвященная 60-летию Октябрьской революции. Марка Бурунди из серии «Марки на марках». Вот с «Авророй» и 4 интересными марками разных годов, которые выпускались в Советском Союзе. До этого за 10 лет была выпущена вот такая вот марка Польши в 1967 году, тоже посвященная крейсеру «Авроры» и 50-летию Октябрьской революции. В 1970 году в серии из 5 марок с крейсерами вышла вот такая вот марка, орденоносный крейсер «Аврора», тоже советская марка. Но вообще крейсер «Аврора» ассоциируется у всех, как я уже сказала, с знаменитым выстрелом и Октябрьской революцией. Но что мы еще знаем про этот корабль? Ну, например, до того, как крейсер спустили на воду в 900 году, в нашей истории был еще корабль с таким именем. Это был парусник, который участвовал в Крымской войне. И очень удачно участвовал. Вышел из нее без особых потерь, как в своем оснащении, так и капитану удалось сохранить свою команду. И многие потом считали, что «Аврору» назвали «Авророй» именно поэтому, чтобы крейсер перенял судьбу легендарного парусника, который на тот момент, к 900 году, уже был выведен из состава императорского флота. Кстати, имя «Аврора» выбирал сам государь-император. Ему предложили несколько вариантов. Выбирал между Авророй, богиней утренней зари, Нептуном и Полканом. Было такое божество у древних славян, чем-то напоминающее древнегреческого кентавра, лошадь с человеческой головой. Но в результате выбор пал все-таки на богиню утренней зари, Аврору. Для своего времени это был самый современный крейсер. На нем были установлены новые французские пушки. Это было самое мощное орудие тех времен. 152 миллиметра. И пушка могла делать 10 выстрелов в минуту, что для 900 года очень много. И снаряды пролетали 11 километров. Могли поразить цель на расстоянии в 11 километров. Применивши свои боевые навыки, впервые кораблю пришлось при Цусиме в легендарном сражении. 27 мая 1905 года корабль столкнулся с флотом неприятеля, с японским флотом, который на тот момент окружил крепость Порт-Артур. «Аврора» в составе 2-й Тихоокеанской эскадры двигалась навстречу 1-й эскадре, и задача была прорвать японское сопротивление, соединиться с 1-й Тихоокеанской эскадрой и разбить японцев. К началу же сражений «Аврора» не успела, потому что, выйдя из родного порта еще на год раньше этих событий, дойдя до Африки, у «Авроры» случились сильные неполадки. И с двигателями, с орудиями было принято решение вернуться назад в Россию на ремонт. Спустя год была предпринята 2-я попытка, и вот под командованием Евгения Егорова команда достигла цели и вступила в бой. В ходе этого сражения капитан погибает. По морской традиции решили похоронить там же, в море, потому что возможности вернуться быстро к родным берегам у команды не было.
Вообще же этот бой в своих дневниках описал врач команды, врач «Авроры», который пишет вот так. О том, что он увидел на следующее утро после окончания боя. Доктор Кравченко пишет: все было смято, разворочено, торчали исковерканные стальные листы, валялись обломки, зияли дыры. Деревянная палуба была словно изрыта. Всюду следы мелких осколков, кочные траверсы были погнуты, но свою миссию выполнили. Отлично выполнили. Спасли жизни массе людей. После же возвращения к родным берегам корабль, который очень серьезно пострадал в этом бою, был несколько лет на ремонте, а после этого продолжил выходить в море. Один из таких походов состоялся в Италию, в местность, которая называется Мессина. Это была дружеская поездка, путешествие, приглашение с очень приятной миссией. Итальянцы решили отблагодарить, наградить русских моряков за помощь, оказанную 2 годами ранее, когда в Мессине случилось землетрясение серьезное, извержение вулкана, потому что эта территория стоит прямо у подножия вулкана. И тогда первыми на зов помощи итальянские откликнулись русские моряки и спасли 2000 человек. После этого было еще много разных интересных походов, но следующее значимое событие – это Октябрьская революция, управление восставшими с борта «Авроры» и легендарный выстрел по Зимнему, который вошел в историю. Ну а после возвращения в порт на базу Балтийского флота, которая на тот момент была в современной Финляндии, в Хельсинки. Но после революции Хельсинки и Финляндия, они уже отделились от бывшей целой империи и всеми путями пытались убрать со своей территории российские корабли. Плюс несколькими месяцами позже был подписан Брестский договор, Брестский мир по выходу из Первой мировой. И, исходя из этого договора, российские корабли должны были покинуть финские территории, причем покинуть очень быстро. А на тот момент, это был март 1918-го, на Финском заливе еще стоял лед. И чтобы вывести очень быстро корабли, целый флот из Финляндии, а кораблей было больше 200, пришел на помощь наш первый отечественный ледокол «Ермак». И очень быстро провел корабли через все еще скованный льдом Финский залив, при этом не потеряв ни одного корабля. Дальше «Аврору» пытались разобрать на металл, но ограничились тем, что сняли вооружение и отправили в состав учебного флота, где она прослужила больше 20 лет. И перед самой Великой Отечественной вернулась в Петербург, тогда Ленинград, и встала там на рейде перед самой блокадой. Хотя на корабле не было никаких орудий, флаг моряки не снимали и борт не покидали. Из-за этого подвергались очень частым налетам. И за годы блокады корабль был практически полностью разрушен, подвергаясь частым бомбардировкам. Но команда стойко держалась и каждый раз поднимала свой флаг на корабле, который даже не мог оказать сопротивление. После Великой Отечественной, после победы, корабль решили еще раз отреставрировать, и он даже успел сняться в кино. В фильме Сергея Эйзенштейна, посвященном революции, в роли самой себя. И еще в роли нашего одного легендарного крейсера «Варяг», который погиб в войне с Японией. А с 1948 года, после всех этих приключений, злоключений и разных интересных спасений, корабль
признали достоянием истории. И он теперь стоит на вечной стоянке в Санкт-Петербурге на Малой Невке, как объект культурного наследия, и на его борту открыт музей. Ну и на сегодня это все. Спасибо за внимание. С вами была я, Ира. И еще увидимся. Блог Интроверта.